Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 17 января. Пятница. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Администрация президента США Джо Байдена ошеломлена сообщениями о том, что Израиль планирует отложить реализацию соглашения об освобождении заложников. Напомню, что ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует созвать заседание Кабинета министров для голосования по одобрению сделки по освобождению заложников только в субботу на выходе шаббата. Белый дом возмущен этим решением и предупреждает, что дополнительный день может привести, цитирую, к дальнейшим осложнениям в реализации соглашения. Новости на Радио Мария. Еще раз напомню, что полный состав Кабинета министров намерен отложить голосование по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников из сектора Газа до вечера субботы. А это означает, что реализация соглашения может начаться не раньше понедельника. В сообщении говорится, что министры встретятся, как и планировалось, уже сегодня в пятницу для обсуждения соглашения, но встреча продолжится в субботу на выходе шаббата. После голосования будет опубликован список палестинских заключенных, подлежащих освобождению. В настоящее время сделка должна вступить в силу в воскресенье в 12:15, и вскоре после этого будут освобождены первые 3 заложников. Согласно просочившейся копии соглашения, на первом этапе сделки более 1700 палестинских заключенных из израильских тюрем будут освобождены в обмен на 33 израильских заложника. 700 террористов, 300 из которых отбывают пожизненное заключение. 1000 жителей Газы, захваченных с 8 октября в ходе боевых действий в секторе. И 47 повторно арестованных заключенных по сделке Гилада Шалита 2011 года. Канцелярия премьер-министра Израиля утверждает, что Хамас отказались от некоторых соглашений в последнюю минуту, создают, цитирую, кризис в завершении сделки по освобождению заложников. Хамас нарушает договоренности, в последнюю минуту создает кризис, препятствующий достижению соглашения, говорится в заявлении премьер-министра Нетаньяху, опубликованном на английском и иврите. Ночью премьер-министр Нетаньяху заявил, что предполагаемый спор был связан с личностями палестинских заключенных по соображениям безопасности, которых планировалось освободить. Нетаньяху сказал, что Хамас, цитирую, требует диктовать личности этих убийц, что противоречит согласованным условиям. Напомню, что ранее в версии соглашения с Хамас говорилось, что заключенные будут освобождены на основе списков, согласованных обеими сторонами. Главные новости Израиля. Партия Оцма Иудит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира отстаивает свою позицию против соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, которое, по ее словам, цитирую, ставит под угрозу безопасность Израиля, подрывает достижение войны и представляет собой полную победу Хамаса. Партия Бен-Гвира говорит, что продолжит поддерживать коалицию Нетаньяху, но, цитирую, «мы не будем заседать в правительстве, которое заключает такие безнравственные соглашения». Конец цитаты. Напомню, что ранее Бен-Гвир объявил о том, что его партия Оцма Иудит покинет коалицию, если правительство окончательно одобрит соглашение о прекращении огня с Хамас, о котором днем ранее объявили посредники. Без партии Бен-Гвира, состоящей из 6 человек, коалиция Нетаньяху все равно имеет большинство в Кнессете. Министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир говорит, что освобождение сотен палестинских заключенных, задержанных по соображениям безопасности Израиля, позволит реабилитировать террористические группировки в Газе, а также вернет угрозу жителям приграничных районов. Сотни террористов-убийц будут освобождены, и среди жителей Газа, которым будет разрешено вернуться на север сектора Газа, будут тысячи террористов. Более того, Израиль выведет войска из Филадельфийского коридора вдоль границы Газа и Египта и прекратит войну до того, как будут достигнуты ее цели.
Израиль отбросит все достижения войны, говорит Итамар Бен-Гвир. В это же время форум заложников призывает правительство Нетаньягу одобрить соглашение о прекращении огня, объявленное позавчера посредниками, на фоне сообщения о том, что реализация этого соглашения будет отложена на один день. Цитирую: «Для 98 заложников каждая ночь – это очередная ночь ужасного кошмара. Не откладывайте их возвращение даже на одну ночь», говорится в заявлении форума. «Мы призываем лиц, принимающих решения, отложить все остальные вопросы и вернуться к вопросам по заложникам как можно быстрее». Главные новости Израиля. Эйнау Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера и видный деятель борьбы за заключение соглашения об освобождении заложников из сектора Газа, высказывается в поддержку соглашения с Хамас о прекращении огня по освобождению заложников. Цитирую: «В данный момент есть те, кто не готов прекратить войну и пытаются и будут пытаться помешать реализации сделки. Мы уже слышим, как Бен-Гвир и Смотрич выступают против сделки и выступают с угрозами», говорит Зангаукер. «Сегодня уже ясно, что вторая и третья фаза сделки будут реализованы только в том случае, если мы прекратим войну. А именно этому экстремисты и попытаются помешать», продолжает Зангаукер. Напомню, что сын Зангаукер не входит в число 33 заложников, которые должны быть освобождены в течение первой 6-недельной фазы прекращения огня. «Для меня это последняя и самая важная возможность вернуть моего сына живым. Ее нельзя упустить». Новости на радио Найрия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу собирается провести свою 6-ю встречу за 2 дня с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем, чтобы попытаться убедить Смотрича не выходить из правительства из-за соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. СМИ Израиля пишут, что правительство может принять отдельное решение, чтобы успокоить Смотрича, сказав ему, что, цитирую, «война против Хамас не закончится, пока Хамас не будет уничтожен в военном отношении и с точки зрения управленческой способности. Это решение также определит и новую цель войны – уничтожение терроризма в Иудее и Самарии». Напомню, что даже если Смотрич и его коллега Итамар Бен-Гвир проголосуют против соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, оно будет все равно одобрено как Кабинетом безопасности, так и всем Кабинетом министров. Израиль потерпел полную неудачу в секторе Газа. Об этом заявил лидер йеменских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Цитирую: «Израильский враг не смог достичь своих заявлений и ясных целей и с треском провалил попытку вернуть своих пленных без соглашения об обмене». Хуситы также угрожают, что то, что США признали их террористической группировкой, может дать повод продолжить атаки на Израиль в ближайшие дни. Если израильский враг продолжит эскалацию в течение этих 3 дней, мы продолжим наши наступательные военные операции в поддержку палестинского народа, заявили хуситы. Новости на радио Найрия. По данным полиции Израиля, 3 протестующих прошлым вечером 16 января были арестованы в Иерусалиме за нарушение общественного порядка, а также повреждение транспортных средств, проезжавших мимо участников демонстрации против соглашения об освобождении заложников. По данным полиции Израиля, один из протестующих был арестован и из-за распыления перца. Во время акции участники протеста зажгли факелы. Согласно заявлению, протестующие также перекрыли движение транспорта, включая машины экстренных служб, и подожгли дорогу посередине. Противники сделки утверждают, что ее условия могут поставить под угрозу национальную безопасность, поскольку многие осужденные палестинские террористы будут освобождены, а некоторые заложники останутся в плену. Хамас же останется нетронутым. 2 журналистов-активистов прервали своим криком госсекретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции, которую Блинкен давал в Государственном департаменте. Блинкен начал пресс-конференцию с высказывания о внешней политике администрации Байдена, прежде чем ответить на вопросы. Однако журналисты отказались дожидаться, пока Блинкен закончит говорить.
Журналист Блюменталь, выступающий с антисемитскими заявлениями, сказал, цитирую, что дед Блинкена был израильским лоббистом, добавив: «Вы скомпрометированы Израилем». Блюменталь в это же время снимал себя на камеру. Это свидетельствует о том, что он планировал устроить скандал. Вскоре после этого, как охранники вывели его из комнаты для брифингов, еще один журналист начал кричать на Блинкена, называя его, цитирую, «преступником». Его также пришлось поднять и вывести из комнаты. Как это было, далее давайте посмотрим без комментариев. Видеоверсия наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Подключайтесь прямо сейчас. 300 reporters in Gaza were on the receiving end of your bombs. Why did you keep the bombs flowing when we had a deal in May? We all knew we had a deal. Everyone in this room knows we had a deal, Tony, and you kept the bombs flowing. Why did you sacrifice the rules-based order on the mantle of your commitment to Zionism? Why did you allow my friends to be massacred? Why did you allow my friends' homes in Gaza? Finally, get your hands off me. From Amnesty International, to the ICJ, saying that Israel's doing genocide and extermination. You're telling me to respect the process. Criminal! Why aren't you in The Hague? Why aren't you in The Hague? Why aren't you in The Hague? Министерство здравоохранения Израиля выпустило новые инструкции для больниц по приему заложников, освобожденных в ходе предстоящего соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Глава отдела общей медицины Министерства здравоохранения Израиля говорит, что обновленный протокол, цитирую, значительно отличается от того, который применялся в отношении заложников, освобожденных в ноябре 2023 года, когда было освобождено 105 заложников. Существует риск, что у возвращающихся заложников может развиться синдром повторного питания. Это состояние возникает, когда люди, лишенные пищи во время плена, пытаются компенсировать ее употреблением углеводов, что может привести к серьезным проблемам. Протокол рекомендует минимальное пребывание в больнице для возвращающихся заложников в течение 4 дней. Некоторые из ранее освобожденных заложников сожалели о том, что покинули больницу раньше, чем было рекомендовано. В рекомендациях подчеркивается необходимость повышенного внимания к гигиене в связи с опасением относительно потенциального воздействия патогенов во время содержания в неволе. Министерство также настоятельно призывает семьи посетителей воздержаться от фотографирования или публикаций в социальных сетях из помещений больницы, предупреждая, что такие действия могут непреднамеренно нанести ущерб процессу выздоровления освобожденных из плена Хамас. Новости на Радио Нария. Ну и еще заявление от Министерства здравоохранения Израиля. Министерство сообщает, что шакал, зараженный бешенством, был обнаружен в районе кибуца Дафна в Верхней Галилее. Всех, кто контактировал или чьи животные контактировали в указанном районе с бродячими животными, просят срочно обратиться в отделение здравоохранения в городе Цфат по номеру 04 699 42 57 или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Уже сейчас подпишитесь на наш телеграм-канал. Отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах. Или же перейдите по ссылке в наш телеграм-канал, который мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также в поиске Telegram вы можете написать «Радио Нария» латинскими буквами. Так вы сразу найдете наш телеграм-канал. 80% зрителей Радио Нария в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария смотрят наш канал без подписки. Ваша подписка поможет развитию и продвижению нашей радиостанции. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего шаббата. Уже в воскресенье, 19 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду.
Шаббат шалом и до встречи в воскресенье.